Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами обтягиваем сатином заготовку из двух половинок. Я подробно все расскажу и покажу. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы мне понадобится сама заготовка сердца. По ширине она у меня 7,5 сантиметров. И получается 7,5 высота. И для этого размера мне понадобится, я буду использовать сатиновую ткань, и мне понадобится отрезок 25 на 25. Можно использовать как сатин, атлас, так и шелк. Укладываю заготовку на ткань и выравниваю вот эти верхние уголки. Перехватываю пальчиками вот это углубление. И теперь начинаю складывать красивые складочки. С одной стороны, переворачиваю с другой стороны. Сердце обтягивать сложнее, чем шар, но все возможно. И вот так красиво все укладываю. Перехватываю, перехожу на вторую сторону. С одной стороны и с другой стороны. Буду использовать крепкую нейлоновую нить, чтобы все это затянуть. Стараемся все затянуть именно к верхушке, вот сюда. Несколько раз и делаю закрепки. Сначала нитка будет прокручиваться, но ничего страшного. Вторую закрепку, вот она уже практически не прокручивается, и третью закрепку. Вот сейчас мы расправляем вешалку, и вот здесь у нас вершина. С этими шарами труднее, так как нету вот этой круглой вершины, как в шарах, где целая заготовка. И теперь придерживаем пальчиком, чтобы у нас все было. И теперь вот эти все складочки нам надо расправить. Пытаемся все держать в середине, чтобы у нас не перетянулось. Здесь очень легко все перетянуть. На бока слишком не тянем, сначала понемногу, иначе перетянем. Теперь поворачиваем в другую сторону, держим пальцем, вот верхушка здесь, вот даже мне ноготь помогает, и теперь вот так все расправляем, чтобы все вот эти складочки у нас ровно легли. Вот они уже вытягиваются, надо, чтобы все было ровно. И продолжаем работу. И пока мы далеко не ушли, я взяла целую заготовку и обтянула. Заготовка выглядит вот так. Берем вешалку, она у меня 20 сантиметров, пополам и узелок. И подклеиваем вешалку вот на заготовку не где у нас зазор, а где нету зазора. И подклеиваем вот здесь и немножко клея вот сюда. Узелок оставляем внизу. И сюда подклеиваем вот эту. Так, еще чуть-чуть клея нанесу. И ровно подклеиваем заготовку. Теперь я беру универсальный клей, любой, который у вас есть. И мне надо склеить две заготовки вместе. Клей наношу также на заготовку, у которой зазор внутри, а не снаружи. Если нанести снаружи, когда мы будем подклеивать, этот клей может вылезти вот сюда. А изнутри он никуда уже не вылезет. Поэтому наносим клей вот на эту внутренний зазор. У меня это универсальный, как я уже говорила. Вот клей есть. И защелкиваем заготовку. Все, узелок не мешает, и заготовка полностью закрылась. И даем подсохнуть. И вот именно эту заготовку, уже склеенную, вы видели в начале видео. И продолжаем работу. Один раз мы прошлись по сердцу, все подтянули. Теперь берем нитку, снова вот так все обворачиваем. Достаточно туго, придерживаем пальчиком
И также делаем несколько закрепок. И идем по второму кругу. Будем снова все дотягивать, чтобы у нас не было никаких лишних складок. Висючих таких вот складочек, чтобы все у нас было ровно. И продолжаем снова все. Конечно, придерживаем все пальчиком, иначе у вас все куда-то ускользнет. И продолжаем работу. И стараемся вот здесь, где у нас серединка, именно вот эти края затягивать, вот чтобы у нас все ровно посередине легло. Все у нас затянуто, складочки ровно красиво лежат. Теперь берем обязательно, отодвигаем вешалку, чтобы ее не подрезать. Иначе, если вы ее подрежете, вся ваша работа на смарку. И обрезаем все лишнее. Также отодвигаем, держим пальчиком и делаем такую платформу. Я уже показывала, как это делать с шаром. Делаем платформу и постепенно все лишнее обрезаем. Продолжаем работу. Если результат вас устраивает, берем зажигалку и все поджигаем. Стараемся зажигалку на одном месте не держать, чтобы у вас не загорелась ткань. Работаем нижней частью огня. И все запаиваем. Теперь нам надо приделать кисточку. У меня кисточка 8 сантиметров. Вот вы видите. И в данном случае я кисточку буду приклеивать. Буду приклеивать ее вот по этому шву. Я ее разрезала на 2 части. Можно ее и пришить, но незачем, потому что все равно здесь у нас все будет закрыто. И она хорошо будет держаться. Так, чистим носик пистолета и наносим клей. И все у нас будет спрятано под стразовую ленту. Подклеиваем с одной стороны. Мне немножко неудобно на камеру, но я стараюсь вам показать. Даю закрепиться и затем подклею со второй стороны. Ой. Попытка номер 2. Пока я нанесла клей и вам рассказала все, клей у меня подсох. Вот делаем вот так. Все, в этом случае у нас ничего не подсохло и все подклеивается. И также поступаем со второй стороны. Наносим клей, и кисточка будет надежно приклеена. Даем закрепиться. Теперь нам надо украсить верхушку заготовки. Я беру стразовую ленту на силиконовой основе и подклеиваю по всей верхушке. Здесь клей наносим аккуратно, чтобы мы ничего не испачкали. И укладываем по верхушке. Лишнее отрезаем и все подклеиваем. Верхнюю часть я украсила камнями. И теперь боковинки украшу вот такой стразовой цепочкой. Измеряю, сколько мне надо. И смотрю примерно, где же мне надо подрезать для кисточки. Подрезаю. И вот этот внутренний вот этот камешек вырезаю. Здесь у меня между стразами будет кисточка. И когда я подклею со всех сторон, с 2 сторон, то у меня как бы получится вот такая замкнутая цепь. Теперь начинаем работать со стороны кисточки. Вот мы одеваем наше отверстие кисточку. Вот все у нас сходится. И здесь у нас все будет закрыто. Так, кисточку отодвинем, чтобы она нам не мешала. Все выравниваем. И наносим клей, чтобы подклеить. Много клея не наносим. Сантиметр, чтобы все успеть уложить. Вот у нас с одной стороны все подклеено. Кисточка у нас внутри. Переходим на другую сторону. Отодвигаем стразовую ленту. Наносим клей. И теперь все замыкаем.
У нас получается кисточка надежно приклеена. И все вот края, посмотрите, как все аккуратно. Кисточка внутри. И теперь продолжаем работу. Отодвигаем стразовую цепь. И наносим клей. И по шву все подклеиваем. И получается все аккуратно. Моя заготовка обработана. Мне остается подклеить бантик. Бантик у меня сделан из ленты 3 сантиметра. И такой бантик мы с вами делали. Ссылку я оставлю. Наношу клей вот как на верхушку, так и немного на заготовку на ткань. Бантик садим сверху, чтобы клей у нас не вылез. И даем закрепиться. Вот такие симпатичные сердечки у меня получились. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, впереди много интересного. И в следующем уроке мы с вами будем обтягивать юлу. Здесь немножко по-другому и немножко легче. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.